Вот такие аппетитные, фаршированные куриным фаршем блины я сегодня сделал. Посмотрите, как аппетитно все это выглядит. А если вы желаете узнать, как я все это сделал, оставайтесь на моем канале, я вам все покажу. Всем приветик, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню, время готовить. И сегодня я решил сделать фаршированные блины. Я давно не делал фаршированные блины, а у меня старший сын любит соленые фаршированные блины, моя вторая половина тоже. И честно скажу, я никогда соленые фаршированные не делал, только всегда делал с творогом. Так что я сегодня хочу попробовать, чтобы посмотреть, что получится у меня. И надеюсь, посмотрев это видео, я вам тоже подкину идею сделать что-то наподобие такого, почему бы и нет. А чтобы время терять, пойдемте покажу, что и как я буду делать. И дай бог, чтобы все у нас сегодня получилось. В первую очередь мы замесим тесто. Я возьму 3 яйца. Залью сюда молоко. Так. В первую очередь мы сейчас сделаем погуще тесто, и потом мы разведем кипятком. Добавляем соль. И совсем чуть-чуть сахар, потому что у меня будет с фаршем, так что сладкое нам не надо. Это совсем чуть-чуть для баланса. Добавляю сырое масло сюда растительное. И муку. И все это мы сейчас собьем миксером и будем взбивать подольше, чтобы глютен выделился с муки. И начнем с маленьких оборотов, и потом обороты увеличим. Так, добавляем еще муки. Нам надо, чтобы было густое тесто. Добавляем еще муки. Я думаю, что в последний раз это мы разбавим все это с горячей водой, кипятком. Так, я надеюсь, что достаточно теперь. Теперь оставим на минут 15, пускай постоит минут 15, перед тем, как выпекать. А мы приготовим нашу сковородку и все, что нам понадобится. 15 минут пускай теперь отдыхает. Итак, тесто у нас постояло. Масло я залил сюда себе в такую чашку, что я буду сковородку промазывать этой кисточкой, чтобы ничего не прилипало. Потому что у меня есть спрей, а мне не нравится, как спрей прихватывается. Ну, теперь мы нагреем сейчас сковородку и будем надеяться на лучшее. Итак, посмотрим, что у нас теперь делает наша сковородка. Сейчас мы помажем маслом. Вот так. И зальем тесто. Переворачиваем. Так что блин получился хорошо. Не первый блин комом. И сейчас я сделаю блины, и потом мы начнем заворачивать в фарш. Фарш в блины начнем заворачивать. Следующий блин. Температура газа я поставил теперь на среднюю. Как вы видите, все бульки проходят. Сейчас все это закончится здесь бульки, тогда можно переворачивать.
Ну так, мы теперь встретимся, как я все это испеку. Итак, смотрите, какая большая гора у меня этих тонких блинов получилась. И сейчас как раз у меня последний блин здесь на сковородке. Я сейчас это дожариваю и начнем с фаршем. Для начинки я сегодня буду пользоваться куриным фаршем. Я вам сейчас, как блины все выпекутся, я вам покажу, что и как я буду делать. Тесто получилось у меня удачное. Ни одного блина кома у меня с ней не было. Последний блин немножко толще получился, чем другие, потому что у меня там остатки теста были, и все я сейчас сюда наложил. Вот и все, наши блины готовы. Итак, здесь у меня вот такой фарш. Я, когда покупал, я не обратил внимания, что фарш уже с приправами итальянскими здесь. То есть я сюда ничего добавлять не буду. Здесь и томаты в этом фарше, и моцарелла, сыр, и базилик, и чеснок, и соль. Здесь все в этом фарше уже есть. Единственное, что я добавлю сейчас лук. Так что еще раз повторяюсь, у меня фарш уже пришел так в упаковке и со всеми приправами итальянскими. Так что я теперь только добавлю сюда лук и все это мы пережарим. Я взял одну луковицу и сейчас меленько порежем, чтобы это пожарить с фаршем. Фарш пережарится, и тогда начнем начинять наши блины. И тогда сделаю болтушку еще томатную, томатно-сметанную, и это все еще пойдет у нас в духовку. Вот и все, теперь начнем это все жарить. Здесь моя любимая сковородка. Сейчас я включаю газ, добавляем туда масло подсолнечное. И немножко сливочного масла. Вот так. И теперь сюда добавим лук и начнем пережарить все это. И тогда добавим наш фарш. Так, теперь добавляем фарш. Все это как следует переломаем и пережарим. Итак, фарш у нас пережарился, посмотрите, все хорошо. Я выключаю газ и дадим немножко остыть. Теперь мы продолжим наше видео. Итак, у меня здесь блин на столе, на донышке. И сейчас я начну заправлять блины нашим фаршем. Вот такой фарш у меня получился, посмотрите. Очень хорошенький. Итак, я фарш накладываю на 1,5 ложечки. Заворачиваю конвертиком. Вот так. И идет у нас в эту форму. Вот таким образом. Берем следующий блин. Вот, 1,5 ложечки. Опять заворачиваем конвертиком. И идет в форму. Вот так. Теперь встретимся, когда я все это сделаю. Итак, у меня получилось 2 формы блинов фаршированных. Эти блины с фаршем, а эти я сделал с творогом, потому что у меня немножко был домашний творог, и блины оставались, и я решил тоже их с творогом запечь. И для этих 2 форм я сделаю сейчас болтушку. Итак, в каждой чашке, в кружке я сейчас растопил масло и добавлю, здесь у меня 300 грамм сметаны, так что добавлю в каждую по 150. Пол пачки сметаны в каждую добавлю сейчас.
Болтушка, которая пойдет на творог сладкий, сделаем сладкую, а эту мы добавим немножко кетчуп тоже. Так. Это у нас пойдет с творогом. Я сахар добавляю. А сюда мы добавим немножко томатное пюре или кетчуп. Так, первый сейчас болтушку сделаем. Хорошо все размешаем. Так, и теперь эту размешаем. Так, теперь с томатом мы поставим болтушку вот так сейчас. Сверху размажем. Так. И, наверное, совсем чуть-чуть масла, с сыром я сейчас посыплю на эту. У меня здесь стертый сыр моцарелла. Сейчас посыплем сверху. Вот так. И обе формы пойдут у нас в духовку минут на 20-30. Смотрите. Простите, смотрите сами по своей духовке по мере выпекания. И на этот мы сделаем сладкую болтушку. Вот так. Так что я сейчас духовку включаю. Как духовка у меня нагреется до 180. Эти обе формы пойдут у нас в духовку примерно 20-30 минут. Вот такой финальный результат у меня сегодня получился. Фаршированные куриным фаршем блины здесь. Посмотрите, какая прелесть, как красиво у меня все запеклось, и как все аппетитно. И так как у меня блины оставались, я еще фаршировал творогом. Вот здесь они. Блины с творогом я держал в духовке на 15 минут больше, чем блины с фаршем, потому что в творог я добавлял еще яйцо, а в фарше уже все было готово, только запечь. Итак, сегодня с вами поделился еще одной идеей для ужина: фаршированные блины. У меня утром была идея сделать блины фаршированные, и когда я блины все испек, у меня получилось очень много блинов. И чтобы их израсходовать, я решил сделать также сладкие блины с творогом, запеченные в духовке. Почему бы и нет? Сегодня будет как и сладкое, и не сладкие блины. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам дало какую-то идею сделать то же самое или наподобие такого. Почему бы и нет? Единственное, я вам скажу, что тесто, которое я сделал, как вы видели, когда испекал, вообще не рвалось. И то, что надо для таких блинов. Самое главное, чтобы вы подольше взбивали тесто, так как в муке глютеин. И чем больше вы взбиваете, да, мука выделяет больше глютеина, и это как клей само по себе удерживает тесто от разрыва. То есть блины от разрыва. На этой аппетитной ноте хотел с вами прощаться. Думаю, что это видео вам не было скучным. Если понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь. Вы на самом деле поможете продвижению моего канала. На этом хотел бы пожелать вам самого наилучшего. Не болейте. Всем всемирного неба. Приятного аппетита и пока-пока.